каких исторических обстоятельствах он мог бы стать музыкантом, Гейдрих был талантливым скрипачом. Известным спортсменом, он блистал в пятиборье, был первоклассным фехтовальщиком, хорошим наездником, легкоатлетом, пловцом и стрелком. Талантливый организатор, он преуспел бы и в бизнесе, и на государственной службе. Однако его детство пришлось на Первую мировую войну, а молодость была отравлена горечью поражения, унизительным миром, зрелищем распада страны и национальным унижением. Жажда реванша привела Гейдриха к национал-социализму, как и очень многих в послевоенном поколении. Дополнительные оттенки всему придавало то, что он был негодяем. 27 мая 1942 года на окраине Праги был смертельно ранен Рейнхард Гейдрих, генерал полиции, обергруппенфюрер СС, начальник Главного управления имперской безопасности, исполнявший на тот момент должность имперского протектора Богемии и Моравии. Гейдриха тогда считали третьим человеком в Рейхе, а Вальтер Шелленберг, подчиненный Гейдриха, в своих воспоминаниях даже назвал его невидимым стержнем, вокруг которого вращался нацистский режим. Когда Гитлер пришел к власти, именно Гейдрих и Гиммлер по своей инициативе открыли в Мюнхене первые концлагеря для перевоспитания противников режима. В 1936 году Гейдрих был назначен начальником СД внутренняя служба безопасности НСДАП и полиции безопасности Германии, в которую входили криминальная полиция и гестапо. Гиммлер официально заявил, что вне подозрения в Третьем Рейхе только вождь партии, Адольф Гитлер, ко всем остальным в любое время могут прийти люди из гестапо или СД. И потому влияние Гейдриха и страх, который он всем внушал, были поистине огромными. С сентября 1939 года, после объединения спецслужб Германии в Главное управление имперской безопасности, Гейдрих, ставший заместителем Гиммлера, достиг пика своего могущества. При этом отношения между ними теперь были далеки от идиллии. Гиммлер подозревал ставшего слишком независимым, подчиненного в желании возглавить Министерство внутренних дел и на всякий случай собирал на него компромат. Выяснилось, например, что один из организаторов Холокоста мог быть евреем. Об отце Гейдриха в музыкальной энциклопедии Римана, 1916 год, говорилось: Бруно Гейдрих, настоящая фамилия Зюс. Дело в том, что отец Гейдриха был известным композитором, оперы которого ставились в Лейпциге и Кёльне, основателем музыкальной школы в Галле. Неудивительно, что и его сын, Рейнхард, хорошо играл на скрипке, однако карьера музыканта у него не сложилась. Сотрудник СД Герман Беренц, однажды случайно увидевший в архиве Гиммлера донесение относительно наличия еврейской крови у Гейдриха, сообщил об этом своему начальнику. Тот мрачно ответил, что удивился бы, если бы Гиммлер такие материалы не собирал. Другим соперником Гейдриха был начальник Абвера Вильгельм Канарис. Первая их встреча произошла на учебном крейсере «Берлин», где Канарис исполнял должность старшего помощника капитана, а Гейдрих был мичманом. Отношения между офицерами в то время были достаточно дружескими. Гейдрих и жена Канариса играли в одном струнном квартете. Именно Канарис посоветовал Рейнхарду поступить в морскую разведку и протежировал ему, о чем впоследствии, когда Гейдрих возглавил конкурирующую организацию, очень жалел. Внешне дружеские отношения Гейдриха с Гиммлером и Канарисом на самом деле были настолько напряженными, что после его гибели по Берлину стали распространяться слухи об их причастности к смерти рейхспротектора. Но как же чиновник такого высокого ранга оказался на посту рейхспротектора Богемии и Моравии? После оккупации Чехословакии 14-15 марта 1939 года эта страна была разделена на две части. Словакия получила независимость, превратившись в марионеточное государство с профашистским режимом. Чехия же вошла в состав Рейха как протекторат, Богемия и Моравия. При этом она сохранила собственное правительство и даже небольшую армию. Продолжали работать чешские школы, университеты, больницы, банки. Первым рейхспротектором
стал бывший министр иностранных дел Германии Константин фон Нейрат, который практически не вмешивался в чешские дела, осуществляя лишь общий контроль. Впрочем, и особых поводов для вмешательства пока еще не было. И кратко, Геббельс тогда оставил такую запись в своем дневнике. «Чехи работают к нашему полному удовлетворению и делают максимум возможного под лозунгом «Все для нашего фюрера Адольфа Гитлера». Но заместитель Нейрата, судетский немец Карл Герман Франк, решил подсидеть шефа. 20 сентября 1941 года он отправился в Берлин, чтобы убедить высшее руководство Рейха в том, что чехи могут работать более эффективно, но излишняя мягкость Нейрата мешает ему добиться более впечатляющих результатов. Однако Гейдрих, которого Гитлер вызвал для консультаций по этому вопросу, доложил фюреру о тайных связях чешского правительства с Москвой и Лондоном. И это был уже камень в огород самого Франка. Гитлер пришел в ярость и поручил Гейдриху навести порядок в Праге. С Нейратом обошлись достаточно мягко. 27 сентября 1941 года его временно освободили от должности по состоянию здоровья. На время его болезни рейхспротектором Богемии и Моравии был назначен Гейдрих, который, прибыв в Прагу, заявил, что раздавит тех, кто окажет сопротивление, но вознаградит тех, кто готов быть полезным. В первые 12 дней правления Гейдриха были казнены 207 человек, всего же за 7 месяцев его управления Чехией было арестовано 5000 человек. Например, 28 октября была разогнана студенческая демонстрация, посвященная 21-й годовщине независимости Чехии. Один из лидеров студентов получил ранение, от которого скончался. 15 ноября во время его похорон начались новые волнения. В результате 17 ноября были казнены 9 арестованных студентов, 1800 отправлены в концентрационный лагерь Саксенхаузен. Однако надо сказать, что репрессии Гейдриха длились недолго. Показав кнут, он тут же достал и пряник, повысил нормы снабжения для чешских рабочих, которых было около 2 миллионов человек, приказал выделить 200 тысяч пар обуви для тех из них, что были заняты в военной промышленности. Было также увеличено количество сигарет и продуктов, выдаваемых по карточкам прочим категориям граждан. Гостиницы и пансионаты в Карловых Варах и других курортах стали домами отдыха для рабочих. Кроме того, рабочим выделялись бесплатные билеты на футбол, в театры и кино, а 1 мая было объявлено праздничным днем. Сам Гейдрих так объяснял свою политику подчиненным. «Мне нужно здесь спокойствие, чтобы чешский рабочий полностью включился в немецкие военные усилия, чтобы не снижались объемы поставок и здешняя индустрия вооружений развивалась. Само собой разумеется, необходимо добавить чешским рабочим жратвы, ведь они должны выполнять свою работу». А вот как отзывался о ситуации в Чехии Гитлер. «Чехи олицетворяют собой рабскую покорность. Чехов можно сделать фанатичными сторонниками Рейха, если, учитывая, что они любители поесть, дать им двойной паёк. Они сочтут своим моральным долгом трудиться на военных заводах вдвое больше». В планах Гейдриха была полная германизация подходящих по расовым параметрам чехов. С этой целью было проведено обследование детей в чешских школах. Часть населения, не соответствующую расовым критериям, предполагалось переселить на оккупированные территории СССР. Но об этом, естественно, в газетах не сообщалось. И популярность Гейдриха в Чехии резко возросла, в Праге он чувствовал себя очень комфортно, даже передвигался по городу в открытой машине без охраны. И эта идиллия очень нервировала находившегося в Лондоне Эдварда Бенеша, президента Чехословакии в изгнании. По словам Мирослава Каха, деятель чешского сопротивления, коллаборационизм среди граждан Чехии начал превышать разумную меру, и авторитет Бенеша в глазах союзников был на критической отметке. Поэтому было принято решение организовать громкую акцию возмездия, которая, по словам начальника военной разведки Чехословакии Франтишека Моравица, во-первых, подняла бы престиж Чехословакии на международной арене, во-вторых,
Ее успех подтолкнуло движение народных масс, хотя при этом плата будет высокой. Свободно передвигающийся по улицам Праги Гейдрих в качестве объекта покушения подходил идеально. Моравец продолжает. Президент Бенеш, внимательно выслушав мои доводы, заявил, что он как верховный главнокомандующий согласен с ними и считает, что хотя операция и потребует жертв, она необходима для блага Родины. И отдал приказ разработать все в строжайшей тайне. Тогда этот акт может быть расценен как стихийное проявление отчаяния народа. Повышение престижа чешского правительства в изгнании не было единственной задачей операции. Убийством высокопоставленного чиновника Бенеш и его сотрудники надеялись спровоцировать ответные карательные акции немцев, что в свою очередь должно было нарушить спокойную и размеренную жизнь местного населения и подтолкнуть его к протесту и сопротивлению. Проблема была в том, что чешское подполье было чрезвычайно слабым и выполнить задачу не могло. Поэтому исполнителей стали искать среди военнослужащих чешской бригады, сформированной на территории Англии. К планированию операции, получившей кодовое название «Антропоид», было привлечено также Управление специальных операций Великобритании. Несколько групп парашютистов были заброшены на территорию Чехии, где, как выяснилось, их никто не ждал. Выжившие утверждали потом, что они попали в абсолютно враждебную среду. Вот такой рассказ оставил Ян Зимек. У нас была разве лишь последняя пуля, чтобы прострелить себе голову всюду сотни и сотни предателей, люди не доверяли друг другу. Когда высадились члены группы «Платинум», они пришли по адресу, считавшемуся надежным. Но хозяин квартиры их выгнал, а потом выдал. Подготовка исполнителей оказалась совершенно недостаточной, практически все группы попали не туда, куда планировалось, часть людей получила травмы при неудачном приземлении, другие не смогли найти сброшенное им вслед снаряжение и оружие. Радист Вильям Герик, добравшись до Праги, выяснил, что выданные ему деньги бесполезны без продуктовых карточек. Когда он, голодный, появился на рекомендованной конспиративной квартире, хозяин предложил ему сдаться гестапо, он так и поступил 4 апреля 1942 года. Другой член этой группы, Иван Каларжик, 1 апреля 1942 года покончил с собой, будучи окружен немцами. Параллельно с подготовкой к покушению на Гейдриха было решено провести еще одну операцию ТИН, в рамках которой Ярослав Шварц и Людвиг Цупал должны были убить министра образования и пропаганды протектората Эммануэля Моравица. 29 апреля 1942 года они были заброшены в Чехию, но травмировались при приземлении и потеряли всю экипировку. В результате данная операция была свернута. Но вернемся к операции «Антропоид». Главную роль в покушении на Гейдриха должны были играть Ян Кубиш и Йозеф Габчик. Кубиш ранее проходил службу в чехословацкой армии в звании сержанта. В дальнейшем служил в Чехословацком легионе Польши и во французском иностранном легионе. В 1940 году принимал участие в сражениях с немцами у реки Луара, был награжден французским военным крестом и произведен в сержанты. После капитуляции Франции эвакуирован в Англию, где после курсов обучения основам диверсионной деятельности в 3-й раз получил звание сержанта. Габчик также служил в Чехословацком легионе Польши, где познакомился с Кубишем, и во французском иностранном легионе. Позже был переведен в 1-ю Чехословацкую дивизию, исполнял обязанности заместителя командира пулеметного взвода. После эвакуации в Англию служил в 1-й Чехословацкой смешанной бригаде. На момент операции имел чин ротмистра. В 2002 году ему было посмертно присвоено звание полковника. Главная группа была выброшена на территорию протектората со второй попытки в ночь на 29 декабря 1941 года. Из-за ошибки пилотов приземлились они не под Пльзенем, как предполагалось, а в пригороде Праги-Нигвизды. К тому же Габчик во время приземления повредил ногу. Пришлось задержаться в доме одного из местных жителей, который согласился укрыть Кубиша и Габчика, и не выдал их. Затем, в помощь им,
Были сброшены еще две группы диверсантов, 3 и 2 человека соответственно. К выполнению задания они смогли приступить лишь в мае 1942 года. Они не знали, что в выбранный ими день Гейдрих собирался отправиться на встречу с Гитлером в Берлин. Вполне возможно, по итогам этой встречи его ждало новое назначение, и вся операция могла сорваться. Место для покушения было выбрано весьма подходящее. На дороге в пражском пригороде Либень, по пути из загородного дома, выбранного Гейдрихом, в центр Праги был крутой поворот, где машина протектора неизбежно должна была сбавить скорость. 27 мая, приехавшие сюда на велосипедах, Кубиш и Габчик встали у трамвайной остановки. Еще один член их группы, Йозеф Вальчик, увидев приближающуюся машину Гейдриха, подал сигнал зеркалом. В автомобиле, как обычно, кроме Гейдриха находился только водитель. В 10 часов 32 минуты, когда автомобиль оказался прямо перед диверсантами, Габчик попытался открыть огонь из пистолета-пулемета «Стен». Но патрон заклинило, и казалось уже, что для Гейдриха все закончилось вполне благополучно. Однако рейхспротектор был то ли излишне смелым, то ли не очень умным человеком. Вместо того, чтобы приказать шоферу прибавить скорость и покинуть опасное место, он заставил его остановить автомобиль, вытащил пистолет и вместе с водителем попытался схватить диверсанта. Ян Кубиш бросил гранату и не попал в стоящий напротив него автомобиль. Граната закатилась под правое заднее колесо и взорвалась там. Раны получили все, кроме Габчика. Гейдрих еще нашел силы выйти из автомобиля, но упал рядом, приказывая водителю преследовать нападавших. После этого шофер стреляет в Кубиша, но и его пистолет дает осечку. Кубиш, в свою очередь, выстрелил в оказавшегося поблизости чешского полицейского, не попал и уехал от места покушения на велосипеде. Габчик же в это время забежал в мясной магазин некоего Франтишека Браунера. Спрятаться там не удалось, мясник услужливо распахнул дверь перед преследующим Габчика водителем Гейдриха. Открыв огонь, диверсант дважды ранил немца, снова выскочил на улицу и прыгнул в подошедший трамвай, на котором благополучно скрылся. Сейчас на этом месте в Праге можно увидеть памятник. Два парашютиста в британской военной форме – это Кубиш и Габчик. Третья фигура символизирует помогавших им чехов и словаков. На бронзовой плите надпись. Здесь в пятницу, 27 мая 1942 года в 10:35 героические чехословацкие парашютисты Ян Кубиш и Йозеф Габчик совершили один из самых важных поступков времен Второй мировой войны, убили имперского протектора Райнхарда Гейдриха. Они не сумели бы исполнить эту миссию без помощи сотен чешских патриотов, которые заплатили за свою храбрость собственными жизнями. Но вернемся в май 1942 года. Чешский полицейский, в которого не попал Кубиш, остановил проезжавший мимо грузовик, на котором Гейдриха доставили в госпиталь Буловка. Здесь выяснилось, что у рейхспротектора осколочное ранение селезенки и перелом одного из ребер, который привел к развитию пневмоторакса. Селезенка была удалена, но 4 июня Гейдрих погиб от раневой инфекции. Гейдрих был похоронен на берлинском кладбище инвалидов, но после окончания войны надгробие было уничтожено, и теперь место его захоронения неизвестно. Гитлер посмертно наградил Гейдриха германским орденом, в прощальной речи назвав его незаменимым борцом и человеком с железным сердцем. Гиммлер немного позже назовет своего бывшего подчиненного сияющим великим человеком, который внес преисполненный жертвенности вклад в борьбу за свободу немецкого народа. Пост рейхспротектора Богемии и Моравии получил оберстгруппенфюрер СС генерал-полковник полиции Курт Далюги. В Чехии было введено чрезвычайное положение, за информацию о диверсантах была объявлена награда, которую не погнушались получить более 60 человек в общей сложности, было выплачено 20 миллионов крон. Больше всех, по 5 миллионов крон, получили два чешских парашютиста, которые добровольно явились к немцам и рассказали все, что им известно. Одним из них был Карел Чурда, заброшенный в Чехию в марте 1942 года.
Начальник пражского гестапо докладывал, 16 июня явился гражданин протектората Карел Чурда. Данное им описание парашютиста совпало с описанием некоего Йозефа Габчика. Чурда высказал предположение, что вторым преступником может быть лучший друг Габчика Ян Кубиш. 7 чешских парашютистов Йозеф Габчик, Ян Кубиш, Ян Хрубы, Йозеф Валчик, Адольф Апалка, Йозеф Бублик и Ярослав Шварц, заброшенные в Чехию в рамках операции ТИН, попытались укрыться в кафедральном соборе святых Кирилла и Мефодия, главном православном храме Праги. 18 июня этот храм был окружен немецкими солдатами и гестаповцами. Через несколько часов перестрелки 6 из них застрелились, чтобы не попасть в плен. Тяжело раненый Кубиш скончался по дороге в госпиталь. Предстоятель Чехословацкой православной церкви Гораст был казнен за помощь этим людям, позже он был канонизирован и признан великомучеником. Последний участник несостоявшейся операции ТИН, Людвиг Цупал, в январе 1943 года был выдан гестапо собственным отцом, при попытке ареста он застрелился. Расправы с мирными жителями, заподозренными в помощи парашютистам, вошли в историю как Гейдрихиада. В частности, были уничтожены 2 деревни Лежаки и Лидицы. В Лежаках действительно располагалась одна из баз парашютистов. Последний из них успел передать сообщение: «Деревня Лежаки, где находилась моя база, стерта с лица земли. Помогавшие нам люди арестованы». А вот Лидицы была уничтожена лишь потому, что в вещах одного из захваченных парашютистов были обнаружены адреса 2 семей из этой деревни. В результате все дома в Лидице были разрушены, мужчины расстреляны, женщин отправили в концлагерь Равенсбрюк. Заместитель имперского протектора, бригадифюрер СС Карл Герман Франк, сказал по этому поводу, что теперь на этой земле будет прекрасно расти кукуруза. В мае 1945 года он был арестован и повешен в 1946 году. В ответ на уничтожение Лидиц У. Черчилль предложил стереть с лица земли 3 немецкие деревни, но командующий военно-воздушными силами Великобритании не согласился с ним, заявив, что для этого потребуется 100 бомбардировщиков. Лондонский президент Чехии Бенеш поздравил генерала Моравица с успехом, назвав операцию «Антропоид» актом справедливой мести со стороны народа. Но сам Моравиц иллюзий по этому поводу не питал, отмечая, что убийство Гейдриха, хоть и подняло престиж правительства в изгнании, не послужило поводом для подъема сопротивления. Более того, в июле 1942 года на Вацлавской площади Праги правительством протектората была устроена манифестация, в которой приняли участие 200 000 человек. Толпа скандировала «Да здравствует Адольф Гитлер! Слава Рейху!». В декабре 1943 года в Москве В.М. Молотов спросил у Бенеша, в чем проявляется сопротивление немцам чешского народа. Бенеш попытался объяснить покорность чехов географическими условиями, которые не позволяют проводить партизанские акции. После войны куратора операции «Антропоид» Франтишека Моравица в Чехии встретили упреками, считая виновным в смерти тысяч неповинных людей. Более того, когда Моравиц приехал в тюрьму, чтобы посмотреть на предавшего его людей Карела Чурду, тот нагло заявил ему: «Из-за меня погибли 2 человека, из-за тебя 5000, и кого же из нас должны расстрелять?» Во время суда Чурда спросил обвинителя: «А разве вы не сделали бы то же самое за миллион?» Он был осужден за измену и повешен 29 апреля 1947 года в пражской тюрьме Панкратц. И лишь через много лет отношение чехов к операции «Антропоид» изменилось в лучшую сторону. Ликвидировавших Гейдриха парашютистов теперь считают национальными героями, о них снимаются фильмы, пишутся песни, выпускаются посвященные их подвигу марки.